Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, я сниму два ритуала, точнее, два заговора. Именно вот с этим алтарем. Не буду по новой это все подготавливать, потому что уже ночь, у меня еще много дел. Но в любом случае, я решила снять эту работу еще раз, потому что я поискала в своих каналах и дочерних, но на этом канале нет этой работы. В дочерних поискала и в архивах моих работ, но не нашла. Вы знаете, сколько раз мои каналы банили и сколько раз исчезали многие мои работы. У меня большое количество работ, которые так и ушли. То есть я не переснимала. Не успели люди тогда это все сохранить. Одно время сохраняла на флешках, но флешки эти лежат где-то, честно говоря, это искать очень долго. Там много тысяч работ, и я вообще решила, раз уж такое дело, загружу по новой просто, и все. Более красиво и более объемно. Потому что эта работа, наверное, была загружена лет 8 назад почти. И загружу еще раз. И, кстати говоря, очень многие были довольны, написали, что у них мужья получили назначение, что дети получили хорошее образование, то есть, поступили в те вузы, в которые хотели, причем бесплатно, на бесплатной основе. Женщины, которые сделали операцию какая-то там есть государственная программа на бесплатной основе, что, в принципе, ее очень сильно обрадовало и удивило. И я, перебирая свои архивы, думаю, надо загрузить еще раз эту работу. Сначала искала, хотела скинуть девочкам нашим, попросить мне там отправить. Иногда бывает, что я прошу отправить мне на Телеграм свои работы. Вот сейчас, например, загружаю по-новому сюда, заново, из «Ведьминой избы 2». Если помните, год назад мне пришлось закрыть канал, чтобы спасти канал и работы. Шли такие атаки на канал, на дочерние каналы, удалили дочерние каналы, удалили старый канал «Гостиная ведьминой избы». И нам пришлось некоторое время закрыть канал, скрыть. Кстати, я еще раз напомню, что именно вследствие этого ритуалы внизу исчезли. Текст ритуалов. Но вы можете их найти на сайте. На моем сайте они есть. Просто набрать название ритуала в Гугле и рядом текст. И выйдет официальный сайт. Значит, поскольку пришлось сюда скрыть на некоторое время, то, естественно, я без дела сидеть не могу, не тот случай. Я начала снимать и выкладывать по новой. Создала «Ведьмина изба 2» и выложила туда работы. Там сейчас 96 тысяч почти подписчиков. Да, но тот канал тоже приходилось скрывать несколько раз. Так бывает, что атаки идут на каналы, такие известные каналы, большие каналы. Делается это. Конкуренция, наверное, так они считают меня. И правильно делают. Я для них конкуренция, они для меня нет. Но я им очень сильно мешаю, потому что я очень много дарю работ. И это, естественно, не дает им заработать. Кроме всего прочего, я провожу и сеансы ясновидения. И в прямом эфире делала. Сейчас я выбираю человека и провожу. Если сегодня будут силы, может, проведу. Потому что там я называла имена с этими людьми, да. И, естественно, публика, когда приходит к ним, они спрашивают,
А вы можете там тоже сделать там сеанс ясновидения, провести и прочее. Это их раздражает, бесит, потому что, естественно, они ничего этого делать не могут. И как убрать мой канал? Вот таким образом. Так что пока основной канал был закрыт, я загружала на «Ведьмину избу 2». Если кто не знает, наберите. А теперь я перезагружаю сюда потихонечку те работы. Вот сегодня еще загрузила «Драмабер», который очень сильная работа и очень помогает. Когда я пишу рядом «очень сильная работа» или «сильная работа» или «просто», это не означает, что там, где не написано «очень сильно», они не сильные. Они такие же сильные, как и все работы. Но где очень сильно, там есть определенные правила, которые нужно соблюдать обязательно, если хочешь результат. То есть там немного более так строго с этими правилами, откупами. И прежде чем человек пойдет и тронет, да, затронет эту работу, он должен задуматься над этим, готов ли он это все выполнить, не просто там лишь бы что-нибудь. Вот поэтому и написано «очень сильно». Теперь, этот заговор – это приумножение богатства. Как читать? Вот этот заговор где-то напоминает Анеюшку. Дед Сидор я вам давала. Ну, многие есть заговоры, которые на приумножение. Открыть, например, двери шкафа, начитать на свои пальто, шубы, что у вас есть, вещи, обновы будут. Открыть шкатулки, начитать на свои украшения. Открыть кошелек, начитать на деньги. Если у вас есть отложенные деньги, там в каком-нибудь сундучке, открыть сундучок, начитать сверху. Я вообще вам советую открыть все-таки мою лекцию «Как приходят деньги», «Закон денег» и прочие там игры разума, 10 шагов к богатству. Откройте, посмотрите, потому что очень на простом языке, но очень сложные вещи там объясняются, которые действительно, понимаете, выстрадано, пройдено своей жизнью. Это все сама пришла к этому выводу. Естественно, были такие правила, которые я узнала, потом отследила и поняла, что да, действительно, они работают. Не просто так люди из поколения в поколение об этом говорят. Некоторые вещи я сама поняла и пришла к этому. То есть это стоит посмотреть, если вы хотите добиться успеха. Вы должны знать, на каком языке говорить со своими деньгами, грубо говоря. И запомните, не мы служим деньгам, а деньги служат нам. Это правило тоже запоминайте. Потому что люди не должны служить деньгам, они не должны копить их и сидеть, вы понимаете, на денежных мешках, во всем себе отказывая и уходя с этого мира, ничего не поняв от жизни. Они нам должны служить для наших благ, для наших удовольствий, для нашей радости, в конце концов оставлять своим детям наследство, которым они могут воспользоваться и жить нормально, по-человечески. Но это все, чтобы понять, нужно посмотреть. Я вам советую это обязательно посмотреть. Это следующий момент. Итак, время от времени можете хоть каждый день это делать, пока не улучшите свое финансовое состояние. Вот посмотрите на свой дом, начитайте. Посмотрите на свою машину, начитайте. У вас будет лучшая марка. Или если у вас хорошая марка машины, будет вторая такая же. Накопятся деньги, и вы подумаете, а я могу себе позволить еще купить. Откройте шкафы, начитайте на свои вещи. Неважно, новые, старые. Придут еще. Берите свой телефон, начитайте на свой телефон. Сможете купить лучший, более дорогой, если вам хочется. То есть это приумножение. Постоянно нужно читать на свое имущество. Кто-то скажет, а если я живу там в съемной квартире, ну и что? У вас нету там ничего своего? Одно кольцо есть, серебряное, маленькое, тонкое кольцо. Начитайте на это тонкое кольцо каждый раз. И через некоторое время в вашем сундуке не будет места. Столько вы понаберете, сколько вам подарят, сколько вам придет отовсюду. Соберется в одну кучу. Многие люди, которые приходили на мой канал, они мне признавались, что когда
вот слышали, там, слушали голосовые людей, благодарность и так далее, они думали, что да ну, это, наверное, там один случай на миллион, и еще непонятно, неужели это, ну, реально так бывает. Да как так может быть? Ну, откуда это все придет? Послушайте, оно приходит. Вот есть там вечная деньга. Люди начитывают на эту вечную деньгу, и на все им хватает. Весь год они ремонт сделали, машину купили, не знаю, что там еще сделали, оделись, обулись, поехали где-то отдохнули, продукты покупают каждый день, вещи себе приобрели, какое-то там украшения взяли, день рождения ребенку справили, на свадьбу поехали, купили какие-то там, ну, подарки. И на все хватило. И они сидят и думают, ну как так может быть? А потому что есть заговор, вечная деньга. Вот отовсюду приходит. Вот надо куда-то поехать, ни с того ни с сего кто-то долг вернул. Ни с того ни с сего несколько заказов упало. Человек, ну если там, мало ли там шьет, не знаю, что-то делает, ездит, что-то возит. То есть постоянно, естественно, это с воздуха не упадет мешками на голову. Естественно, вы должны будете работать и создавать. Но если человек хочет работать, делает, но нет результата, нет благословения богов, усильте свою связь силами удачи. Я, может быть, сегодня еще выставлю голосовой, не знаю. Но пока что я вот ритуал хочу вам. То есть это ритуал, да, но для этого ритуала не нужен ни алтарь, ничего, не нужно ничего ниоткуда вытаскивать, складывать. Вот открыли шкатулку с украшениями, начитали. Открыли створки шкафа, начитали на ваши вещи, какие у вас есть. Что еще? На машину начитали. Да на мелочь просто вот так разложили, начитали. И через некоторое время эта мелочь притянет другие деньги. Приумножает все то, что у вас есть. Начнем. Пару слов скажу про алтари. Вы знаете, друзья мои, последние годы, и вы сами прекрасно знаете, сколько выпало испытаний на мои плечи. Испытания, как ни странно, не связаны с моей личной жизнью, но испытания, связанные с моим народом, испытания, связанные с Россией. Мне приходилось сидеть до утра, и я считаю, что это мой долг. Я совершенно из-за этого не переживаю. Но я просто поняла, что важное сейчас и главнее дать людям обереги, защитные заговоры, заговоры защитные от пули, на поле брани, понимаете? Я поняла, что это сейчас важнее, чем красивые алтари и прочее. Поэтому, естественно, некоторое время у меня не хватало времени на алтари. Хотя я периодически стараюсь красиво это все делать. Но мне очень приятно, что мои зрители, ну вот, никак не отстают. Яна сказала, говорит, у наших зрителей уже алтари красивее, чем у вас становятся. Я говорю, ну так ученик должен превзойти учителя. Я для этого и даю, и мне приятно. Мне было бы неприятно, если бы я не видела вообще, что люди стараются и красиво украшают алтари. И вот я тогда бы подумала, что им пофигу как-то мое учение и все на свете. А если они делают лучше, я только рада. Понимаете, я только счастлива. Мне очень приятно, мне хочется эти алтари показывать и гордиться этим. Естественно, а для чего я делаю? Для того, чтобы вы понимали. И алтари, они важны. Это место энергетическое, она притягивает туда. Ну, люди для чего строят храмы любому богу? Можно же просто в поле выйти и помолиться, попросить. Да, там тоже услышат. И вообще весь мир, все мироздание – это храм богов само по себе. Но в любом случае они там концентрируют, собирают свою энергию. Люди зачем дорожат своей родиной? Ну, сказали бы, какая разница, где кто живет, как называется, на каком языке говорим. Нет, потому что Родина – это тоже такой круг энергетический, понимаете, где зреет, созревает, усиливается сила, собранная поколениями, нами. Мы тоже, когда уйдем, мы тоже оставим некий такой слой информационный, энергетический нашим потомкам. То есть оно имеет значение, когда ты в определенном месте взращиваешь эту энергию, усиливаешь, призываешь. И вот это место становится таким местом, куда приходят эти силы, духи, и они слышат и помогают. Вот африканцы, вообще африканский континент, он сам по себе, да, вот пройдя это рабство и эти все страшные испытания,
эта раса, она выжила благодаря своей вере, своим предкам, духам. И до сих пор, хотя она там, ну, то есть не дают Африке разбогатеть, потому что недра Африки очень богаты. Если люди будут образованные, умные, они не дадут никому это богатство. И, естественно, Европе намного выгоднее, делая вид, что там кормит, что-нибудь там подкидывает. То есть у тебя воруют 100 рублей, из этих 100 рублей 10 копеек тебе возвращают, и ты счастлива. Вот что происходит с Африкой. Все понимаем. Если бы хотели развития Африки, давно бы это произошло. Вот. Но так легче грабить. Грабить несчастных, бедных, необразованных людей легче простого. Согласны со мной? Поэтому многим удобно, чтобы народы были в бедности. И вот такие как бы безжизненные и нежизнеспособные, слабые, несчастные, одним словом. Но если среди них есть люди, которые хорошо живут, это люди, которые обращаются к духам. Они приходят к шаманам, те им рекомендуют, что, как делать. Эти люди так и поступают. И, по сути, они, да, хоть и не образованные люди, но они богатые люди. У них по 200-300 коров. Это тоже капитал, понимаете? Просто мы со стороны смотрим, и вроде бы полураздетые, думаем, бедные, несчастные. Нет, там тоже есть очень много богатых людей. Мне писали из Африки, много людей оттуда пишут, и русских много там живут, особенно в ЮАР. Там достаточно богатые люди. И там очень сильна вера в духов. И люди у себя алтари ставят, люди все эти праздники празднуют, то есть и жертвы приносят, и подношения. Я к тому, что если мы хотим жить хорошо и богато, мы должны помнить, что наша связь с духами должна быть всегда, должна присутствовать, она должна быть сильной, крепкой. А для этого и есть алтари, для этого и есть поклонение, для этого и есть подношения и прочее. Так что я рада, что вы такими алтарями просто вот показываете свое уважение к силам, значит, вы правильно понимаете то, что я вам говорю. И вообще не будут люди ставить алтари, благодарить и стараться, если эти силы их не будут слышать. Люди всегда были эгоистичны и материалисты. Это так, все. И я в том числе. Я не буду обращаться к той силе, которая мне не помогает. Это логично, да, это правильно, почему бы нет. И если люди этим силам приносят подношения, ставят красивые там, то есть алтари подготавливают, это значит, эти силы им не раз уже помогли. Итак, а теперь ритуал. Сколько раз читать, я уже говорила вам. Вот сколько вам нужно, сколько у вас есть вещей, там, можете открыть, там, один шкаф начитали, второй начитали, сундуки откройте, начитать. Да вообще можете встать, посмотреть по сторонам своего дома и начитывать. Вот вы хотите сделать ремонт, у вас не хватает денег, смотрите на комнату и читайте. Через некоторое время эти деньги придут, и вы сделаете этот ремонт. Потому что вы в мыслях держите ту цель, которая вам нужна, и для этого и просите, да, это приумножение. Потом вы хотите купить хорошую мебель, ну, например, хотите поменять мебель или вообще купить мебель. Вот точно так же смотрите на дом свой внутри, вот внутреннее вот это убранство. Начитывайте, через некоторое время вы купите дорогую мебель, которая вам нужна, которую вам хотелось купить. Поехали. О, великая Матерь Судьба, я к Тебе взываю, отвори предо мной двери хранилищ. Награди меня из своих щедрот, надели меня богатой долей, да свершится Твоя милосердная воля. Открой предо мной златоносную жилу, направь на меня свою щедрую силу. На богатую стезю отныне встану, от судьбы дары получать стану. Отныне я буду богата, венчанная удачей, верю и знаю. Я свою долю определяю и прошу у судьбы жизнь в достатке. На золоте и серебре да восседаю. Открой предо мной золотую жилу, направь на меня свою щедрую силу, и да получу я, что попросила. Свершилось, заклято. Ой. Опять это кофе. А без этого никак не работать. О, великая Матерь Судьбы, я к Тебе взываю. Отвори предо мной двери хранилищ, награди меня из своих щедрот, надели меня богатой долей, да свершится Твоя милосердная воля.
Открой предо мной златоносную жилу, направь на меня свою щедрую силу, на богатую стезю отныне встану, от судьбы дары получать стану. Отныне я буду богата, венчана удачей, верю и знаю. Я свою долю определяю и прошу у судьбы жизнь в достатке. На золоте и серебре да восседаю. Открой предо мной золотую жилу, направь на меня свою щедрую силу, и да получу я, что попросила. Свершилось, заклято. О, великая Матерь Судьба, я к тебе взываю, отвори предо мной двери хранилищ, награди меня из своих щедрот, надели меня богатой долей, да свершится твоя милосердная воля. Открой предо мной златоносную жилу, направь на меня свою щедрую силу, на богатую стезю отныне встану. От судьбы дары получать стану. Отныне я буду богата, венчанная удачей, верю и знаю. Я свою долю определяю и прошу у судьбы жизнь в достатке. На золоте и серебре да восседаю. Открой предо мной золотую жилу, направь на меня свою щедрую силу, и да получу я, что попросила. Свершилось, заклято. О, великая Матерь Судьба, я к тебе взываю, отвори предо мной двери хранилищ, награди меня из своих щедрот, надели меня богатой долей, да свершится твоя милосердная воля. Открой предо мной золотоносную жилу, направь на меня свою щедрую силу, на богатую стезю отныне встану. От судьбы дары получать стану, отныне я буду богата, венчана удачей, верю и знаю. Я свою долю определяю и прошу у судьбы жизнь в достатке. На золоте и серебре да восседаю, открой предо мной золотую жилу, направь на меня свою щедрую силу, и да получу я, что попросила. Свершилось, заклято. И еще раз. О, великая Матерь Судьба, я к тебе взываю, отвори предо мной двери хранилищ, награди меня из своих щедрот, надели меня богатой долей, да свершится твоя милосердная воля. Открой предо мной золотоносную жилу, направь на меня свою щедрую силу, на богатую стезю отныне встану. От судьбы дары получать стану. Отныне я буду богата, венчанной удачей, верю и знаю. Я свою долю определяю и прошу у судьбы жизнь в достатке. На золоте и серебре да восседаю. Открой предо мной златоносную жилу, направь на меня свою щедрую силу, и да получу я, что попросила. Свершилось, заклято. Итак, друзья мои, имейте смелость хотеть большего и жить в достатке, потому что тот человек, который живет в достатке, он помогает другим. У него есть и для себя, и для других. Тот, который не стремится сам ни к чему, мешает другим. Запомните, всегда завистливые люди и в интернете преследуют кого-то, и в жизни, вообще везде люди завистливые от того, что они ничего не добились. Человек удачный, человек, который поднялся на вершину жизни, человек, который идет вперед своим упорным трудом, он знает, чего это стоит, поэтому он никогда никому не завидует. Он прекрасно осознает, насколько другим непросто и нелегко было этого добиться. И он никогда себе не позволит ненавидеть другого человека за его упорство и трудолюбие. Если ненавидит, значит, он в этой жизни никто. Поэтому запомните, только лентяи, тунеядцы, маргиналы, никчемные личности ни к чему не стремятся и мешают другим этого достичь. А разумный человек, он должен жить хорошо в этом мире. Да, хорошо, если мы после смерти найдем покой и в лучших мирах будем находиться. Это замечательно, но не нужно зацикливаться на смерти. Мы для чего-то пришли жить, значит, мы должны и жить хорошо, и уйти в лучшее место. Вот так нужно думать. И еще и оставить своим детям что-то, чтобы они не начинали с нуля, как мы с вами. Дать основу нашим детям. Как говорят, если дед жил в достатке, то внуки будут богатые, а правнуки будут архибогатые. Станьте основой для сильной династии. Желаю всем удачи.